Планета Земля – самая красивая планета Солнечной системы. Ее называют «голубая планета», ведь на 2/3 она покрыта водой, источником жизни всего живого. Как капли воды притягиваются друг к другу, чтобы слиться в единое целое и нечто большее, так и нас безудержно тянет к этой водной стихии. Оказавшись в ее объятиях, становится спокойнее и легче. Шум мысли останавливается, а с тела сходит тревога и усталость. Почему эта связь так помогает соединиться с собой и вернуть покой? Спокойствие, умиротворение, гармония внутри. То, к чему мы все так стремимся. Достижимо ли это в нашей жизни? И возможно ли быть в этом состоянии, оставаясь живым? В поисках ответов я наткнулась на статьи о людях, которые больше всего времени проводят в воде. Фридайверы. Люди, которые без акваланга на одном вдохе ныряют на глубину. Занимаясь одним из самых опасных видов спорта, фридайверы, будучи на глубине, без возможности сделать вдох, способны находиться в тотальном спокойствии и умиротворении. Самый знаменитый фридайвер планеты – россиянка Наталья Молчанова. Придя во фридайвинг в 40 лет, она поставила 41 мировой рекорд и стала 23-кратной чемпионкой мира. Она первая женщина, кто погрузилась на 100 метров, задержала дыхание более чем на 9 минут и проплыла знаменитую арку Блю Холл в Египте, впоследствии ставшей меккой всех дайверов. Именно по ее методике до сих пор обучаются по всему миру. А ее сын Алексей Молчанов продолжает ставить мировые рекорды и активно развивать фридайвинг. Неотъемлемая черта фридайвера – это умение управлять своим состоянием. Ведь именно мозг потребляет больше всего кислорода, а затем и мышцы. Но как это возможно в таких жизнеугрожающих условиях? И если настолько научиться совладать со своими тревогами и страхами, то как же это может улучшить повседневную жизнь на суше? Внутренний зов. Нечто, что невозможно игнорировать. Он словно тихий голос, который постепенно становится все громче. В такие моменты чувствуешь, что привычного и знакомого уже становится мало, что ты готов к нечто большему. И появляется оно – желание отправиться в путешествие. Не столь внешнее, сколько внутреннее, то, которое позволит обрести нечто новое внутри. Что-то настолько значимое, что пока еще даже недоступно для твоего понимания.
А может, там ничего и нет. И ты просто потеряешь свои силы, время и средства. Но если ты не сделаешь этот первый шаг в неизвестность, ты никогда не узнаешь. Этот фильм про каждого из нас. Про борьбу со страхами, расширение своих возможностей и отношения к самим собой. Философию фридайвинга и умиротворяющей магии подводного мира. О том, как мы сами создаем свою реальность. И у меня были свои причины, чтобы ее пересоздать. Вообще во фридайвинг меня привел травматичный опыт. Я занималась 3 месяца назад серфингом на Бали. И несмотря на то, что я проходила курс от сертифицированной школы, и с нами на волны выходило 3 инструктора, я оказалась в очень опасной зоне, зоне обрушения волн, совершенно одна. И начался какой-то сет из 5 волн. Волны достаточно сильные, и надо переворачиваться вместе с серф-доской, чтобы волна обрушивалась об доску, ждать под водой с задержкой дыхания, потом выныривать. Есть несколько секунд, чтобы сделать вдох, и идет следующая волна. И я попала под такой сет, и это было вообще выше моих возможностей. На 4-ю волну меня уже просто от бессилия вырвало доску из рук, и я поняла, что если я до нее не доплыву, то я просто утону. У меня прям фиксация того момента, когда у меня уже спазм диафрагмы, мне критически нужно сделать вдох, а я не могу, я жду под этой доской, когда закончится эта волна, чтобы не вдохнуть пену, иначе тогда точно, если вода попадет в легкие, уже будет не выжить. Вот. И на таком самообладании я просто ждала до последнего, и, в общем, потом чудом смогла вырваться. После этого у меня такая, получилась психологическая травма, которую пришлось проработать, потому что у меня такой принцип по жизни, что ничто не должно иметь надо мной власть, а у меня был страх волн. Я, в общем, тревожилась, чтобы вернуться в океан. И я нашла уже проверенного инструктора. И мы сделали еще несколько занятий и разобрали, как проходить разные волны. И я уже с ними разобралась и снова встала на волну, поймала несколько волн и решила, что на этом моя задача выполнена, и можно от себя отстать. Точнее, даже не отстать, а осознанно принять решение, допустим, нравится мне серфинг или нет. Потому что когда тобой руководит чувство страха, не ты решаешь, а решает страх, что тебе туда не надо, но это не твое решение. И я стараюсь исключать в жизни такие моменты, и как только идти в страхе. А страх — это вообще очень интересная вещь, очень многогранная. С одной стороны, она нас защищает, помогает выжить, а с другой слишком ограничивает, слишком много берет на себя и решает за нас. И здорово, когда мы принимаем решение, мы понимаем, это наше решение или это решение нашего страха, нашей защиты.
история борьбы со страхом только началась, я узнала позже, когда каждый раз при тренировке задержки дыхания меня накрывало волной неконтролируемых слез. Я вновь возвращалась в тот момент, когда задыхалась под сёрф-доской и понимала, что, видимо, так и погибну. Даже когда угроза миновала, страх остается жить с нами. Покинет он только если вновь встретиться с ним один на один. Но чтобы справиться с такой встречей, нужно хорошо подготовиться. На пути внутреннего поиска нет гарантии и четкого плана. Есть только внутренний зов и доверие к себе. В такие моменты связь с собой и опора на истинные для тебя ценности – лучший компас. Он подскажет, что действительно делает тебя счастливым, а что навязано извне или скрыто под твоими же страхами. Ведь кто смотрит наружу, тот мечтает, кто смотрит внутрь, тот пробуждается. Мой внутренний компас привел меня на восток Синайского полуострова, в город людей-амфибий, город Дахаб у Красного моря в Египте. Место, где по одну сторону безжизненная пустыня, а по другую буйство жизни подводного мира. Сюда приезжают люди, влюбленные в глубину, фридайверы, которые связали с глубиной всю свою жизнь, и просто путешественники, которые познают этот мир не только горизонтально, но и вертикально. Я поселилась на вилле с фридайверами. Почти каждый день у нас были обучающие лекции и тренировки, которые постепенно что-то меняли внутри. Меня сперва занесло в дайвинг. Вот, я прошел несколько курсов, понырял в разных местах, в Байкале в том числе у себя. И как-то мне это показалось скучновато, не спортивно, что ли. Вот. Потом мне просто сказали, что вот есть еще вот такие ребята, сходи, попробуй. Просто тоже из любопытства пошел, и оно там сразу щелкнуло, вот оно. Мне понравилось то, что очень много параллелей с йогой. Вот, так как я много лет занимаюсь и преподаю опять же йогу, я здесь увидел прямое продолжение этого всего, от философии до каких-то там физических аспектов. Тут даже не в воде, наверное, дело, в необходимости осознанности и такого специфического самоконтроля. Контроль всей системы нашего человеческого существа на разных уровнях. На уровнях тела, дыхания и ума. Но занимаемся тем же самым контролем в более бескомпромиссных условиях. То есть там ты должен осуществлять этот самый контроль на все 100%. Для меня фридайвинг очень многогранная история, потому что она сочетает в себе контакт с морской стихией и контактирование с этой средой, возможность быть внутри нее,
и научиться там жить, ну, прям какая-то особая способность, умение, которому можно учиться бесконечно. И когда это получается, когда ты в этой среде растворяешься, когда ты становишься ее частью, это дарит мне какие-то неописуемые эмоции, которые невозможно достичь нигде и получить никак. Вот в такой, в обычной нашей жизни мы там, в этой воде, не чувствуем силы тяжести, у нас совершенно иные ощущения собственного тела, собственной психики, оно становится тоже другим. Недаром говорят, что фридайверы ныряют в собственную глубину. Мы учимся, погружаясь в бездну, если можно так сказать, даже если это не совсем какие-то великие глубины, мы учимся погружаться в свой внутренний мир. Мы работаем со своими страхами, мы контактируем со своим глубинным «я». И этот контакт, он очень важен, потому что мы в обычной жизни, опять же, отвлекаясь на многие факторы, не часто ходим туда внутрь. В воде мы не сможем уйти далеко, не погрузившись в собственное внутреннее ощущение, в свою глубину. И чем глубже мы уходим в себя, тем глубже нам дается и морская водная стихия, тем дальше мы можем нырнуть буквально в цифрах. Фридайверы, они немножко глубже, немножко шире, если можно так сказать. Мы понимаем себя лучше. Мы начинаем сталкиваться с каждым метром глубины со своими какими-то страхами. Мы учимся их видеть, мы учимся их понимать, мы учимся их принимать, и мы учимся с ними как-то взаимодействовать. И это очень потом пригождается в обычной жизни. Сегодня у нас было занятие по фридайвингу. Началось оно со статики. Это когда мы делаем вдох, мы задерживаем дыхание и ложимся головой вниз к воде. И задача максимально расслабить тело, тогда резко снижается расход кислорода и можно, как можно дольше так пролежать. Сразу вскрываются все самые, уязвимые места, то есть точки наибольшего напряжения. У меня это всегда шея, причем я этого не замечаю, но прям инструктор чувствует, что надо расслабить. То есть до такой степени, чтобы прям голова могла ходить под потоком волн. Важнее умение расслаблять тело – это расслаблять мозг. При панике он запускает механизм выработки стрессовых гормонов, под которыми запасы кислорода сжигаются в 3 раза быстрее. Чтобы снизить тревогу, важно сместить свое внимание с волнующих мыслей на что-то другое. Кто-то считает про себя, напевает песни, решает уравнения, кто-то занимается визуализацией, представляя разные картинки и образы. Поначалу при нехватке воздуха это кажется все невозможным, но потом ты подбираешь нужные для себя слова, образы и находишь тот самый ключик, который позволяет контролировать свое состояние. У каждого фридайвера свой способ погружения в тишину ума, но все они основаны на одном – медитации. Погрузиться под воду не всегда удается глубоко. То есть когда-то удается прям хорошо уйти, когда-то ты там на поверхности, как поплавок, и не можешь, и ум тебя не пускает дальше. То есть это такой уровень стресса. Вот. И суть в чем? В том, что когда ты погружаешься под воду, ты чувствуешь полное растворение во всем этом. Перед погружением я представляю, как все мысли остаются на поверхности воды, и погружаюсь я уже в состояние полного безмыслия. Это тоже очень приятное чувство свободы,
как будто бы там на глубине, когда ты паришь, ты знакомишься с тем, кто ты есть на самом деле. А когда ты всплываешь, ты делаешь этот первый вдох, и у меня всегда улыбка после каждого нырка. Причем я сама это не замечала, мне сказали это тренеры, с которыми я ныряла, что ты всплываешь, ты все время улыбаешься. И для меня это прям большое удовольствие сделать этот вдох и почувствовать жизнь. Слабая, расслабленная или какая-нибудь просто крупная. Чтобы ощутить подобные состояния, необходимо пройти комплексную подготовку. Она включает как теоретическую часть с изучением нашей анатомии, физиологии, физики газов, техники выравнивания давления в среднем ухе, так и физические тренировки, которые увеличивают объем легких и устойчивость мышц к работе при дефиците кислорода. Цель фридайвера – как можно дольше обходиться без воздуха, чтобы нырять глубже, и это было без стресса для организма. А главное препятствие к этому – возникновение контракций. Возникают они не от недостатка кислорода, а от переизбытка углекислого газа в крови. Мозг дает срочный сигнал на вдох, и если его не сделать, то диафрагма начинает резко сокращаться. Чувствуются сильные толчки в области солнечного сплетения, возможно, легкая боль. Все это может сильно напугать и напомнить страх смерти. Фридайвинг учит игнорировать этот дискомфорт, находить нужные для себя слова, чтобы успокоить и отвлечься. Поначалу это было невыносимо. Меня одолевала паника, воздуха сразу не хватало, я чувствовала, что просто насилую себя еще и после всего пережитого. Хотелось все бросить. Но тогда я снизила темп, стала представлять, как плаваю на глубине среди подводного мира, и потихоньку стало получаться. А затем я поняла, как это управлять своим телом и состоянием. И почувствовала, что я готова. Фридайвинг про терпение, про умение оставаться спокойным, пока внутри все кричит, что нужно вернуться. Это про доверие своему телу, которое знает, когда действительно нужен вдох, своему разуму, который знает, что паника — худший советчик. Доверие глубине, потому что она не пустит, если ты не уверен в себе. Есть победы громкие с кубками и аплодисментами, а есть тихие, которых не видно со стороны. Ведь только тебе известно, какой большой путь ты проделал, чтобы сделать вот этот еще один шаг. Шаг, который в очередной раз тебе показывает, что ты можешь больше, чем ты думаешь. После своей первой глубины ты поймешь, это только начало. Каждые 10 метров дают новые ощущения, новые навыки требуют, ну и в результате получаются новые эмоции. То есть новички начинают эти эмоции получать там на 10 метрах, на 20 они будут совершенно другие, на 30 это совершенно третий новый опыт и так далее. Вот. Если говорить про 90 метров, то это было, конечно, кайфово именно в плане того, что я смог, наверное, так.
Я не могу сказать, что нырки глубже там, 70 метров приносят именно вот удовольствие. То есть это уже в каком-то определенном смысле выход за грань, за пределы. Если там до 50, до 60 можно кайфовать, то нырки глубже — это другой немножко космос, это победа. Ну вот я так считаю. Это мое ощущение. Возможно, ребята, которые ныряют 100, там, 120 метров, со мной не согласятся, но для меня как-то так. Ну, как ты правильно говорил, у каждого своя Да. глубина, своя победа. Да. У меня была победа на 11 метрах, Да. прям величайшая, Да. да, вот на 90. Ну, прям схожие чувства Верно. преодоления себя. Да, у каждого своя в этом случае судьба, что ли, или, как в йоге говорят, своя карма. Уж сколько тебе там положено, столько положено. И сдвинуть эту границу, отведенную тебе как бы по карме, да, по физиологии и так далее, это победа. Обратная сторона побед безмолвна. Фридайвинг – это спорт повышенного риска. Основная причина гибели фридайверов – блэкаут. Блэкаутом во фридайвинге называют потерю сознания, потерю сознательных реакций, отключения волевых функций нашего сознания мозгом в результате падения содержания кислорода в крови ниже критического, определенного критического уровня. Он у каждого свой, прописан в нервной системе индивидуально. И если атлет, фридайвер или любитель задерживает дыхание настолько, что достигает этого уровня, происходит вот такая перезагрузка. По сути, это обморок. Просто обморок на несколько секунд, в результате которого тело пытается возобновить дыхательный процесс и восстановить уровень кислорода в крови. Вот. Опасен он тем, что в момент этой перезагрузки, этого переключения, фридайвер может все еще находиться под водой, и когда тело включится и задышит, может произойти утопление, захлебывание. Вот. Поэтому очень важно, чтобы во время занятий, тренировок каждого фридайвера сопровождала какая-то команда или партнер, который способен оказать своевременную помощь, которая, в общем, заключается в том, чтобы достать на поверхность, если это произошло под водой, все, дать возможность телу восстановить дыхание на воздушной среде. Баланс между смелостью и страхом, между жизнью и смертью. Дайв-спот мирового класса Blue Hole начинается с мемориала погибших. Их насчитывается около 200 человек. Ставить новые таблички правительство Египта запретило, чтобы не отпугивать туристов, и усилило контроль соблюдения правил безопасности. Blue Hole – один из самых красивых рифов Красного моря. Это кратер диаметром около 100 метров и глубиной 130 метров, с 26-метровым тоннелем в стене кораллового рифа, называемой аркой. Именно ее Наталья Молчанова проплыла на одном вдохе вместе со своим сыном Алексеем. Погружение здесь было апогеем нашей поездки и завершением обучения. По случайности мы попали в день международных соревнований. Атмосфера просто зашкаливала. Люди плавали с масками, кто-то делал свои первые погружения, кто-то ставил рекорды, кто-то погружался в тишину, а кто-то праздновал победу в аплодисментах. Я видела этих людей впервые, но почувствовала себя в семье. Среди единомышленников, людей, таких же влюбленных в океан и исследования своих глубин. Лучшего завершения этого путешествия невозможно было представить. Но моя радость резко накрыла отчаяние и грусть.
Дело в том, что за несколько дней до погружения кое-что произошло. Сегодня у нашей группы было заключительное занятие перед погружением в Blue Hole, как у всех дайверов мира. Мне пришлось его полностью пропустить, потому что та простуда, которую я словила, она из насморка, который не давал мне продувать уши, перешел теперь в синусит, и на глубине это давление ощущается острой болью. Учитывая кровотечение на последней тренировке, я знала, что сегодня не сделаю свое желанное погружение, а завтра у меня уже вылет домой. Мне стало настолько обидно, что стали подступать слезы. Я отплыла подальше от всех, и меня охватило штормом эмоций. Это до боли знакомое чувство, когда вкладываешь так много сил и времени, и будто все оказывается напрасно. Очередная неудача. В жизни так много происходит, не зависящего от нас. Но все же есть кое-что, на что мы можем всегда повлиять. То, что всегда с нами, и от чего зависят наши мысли и решения. Это наше состояние. И если я и могла на что-то повлиять в этой ситуации, то только на него. Чтобы остановить этот изнуряющий шторм эмоций, я решила погрузиться в свою медитацию. Предлагаю сделать ее вместе со мной. Для этого медленно закрой глаза и с доверием проследуй за моим голосом через 5, 4, 3, 2, 1. Прими удобную позу. Одну руку положи на сердце, а вторую на живот. Почувствуй, как на вдохе он поднимается и опускается. Прислушайся к стуку своего сердца. Оно пульсирует все спокойнее и реже. Сделай еще один глубокий вдох. И на выдохе ты погружаешься в свое самое безопасное и наполняющее пространство. В себя. Сделай еще один медленный вдох. И, задержав дыхание на 1, 2, 3, с медленным выдохом через рот ощути, как уходят все мысли. Волны будто растворяют их в океане. Вода держит тебя сейчас на поверхности, омывая все тело и расслабляя от напряжения стоп, икры, бедра. Живот становится мягким, а плечи расслабленными и легкими.
как вода не борется с течением, а просто доверяет своему жизненному потоку, так и ты можешь просто следовать за своим дыханием. Сейчас ты в тихой лагуне. Где нет ничего важнее, чем твоя связь с собой. Связь, в которой ты чувствуешь себя таким свободным, наполненным и благодарным этому миру за возможность испытывать самые разные эмоции. От бушующего шторма до безмолвной тишины. За то, что можешь проживать эти опыты и оставаться верным себе. Помни, ты не отделен от океана, от неба и от земли. Ты есть во всем живом. Лучи солнца начинают согревать твою кожу, наполняя тебя теплым светом, от которого становится так хорошо и спокойно внутри. Ты чувствуешь эту стойкую связь с собой настоящим и будущим. С будущим ты, кому всегда доверяешь и кто всегда готов тебя поддержать, но не боится ошибаться и готов продолжать смело идти к своим целям. Ведь он знает, что именно путь делает нашу жизнь такой наполненной. Ну а в случае неудачи вы всегда поддержите друг друга, улыбнетесь и пойдете дальше. А сейчас сделай очень медленный глубокий вдох и на выдохе медленно открывай глаза. Открыв глаза, вокруг все стало иначе. Меня окружал удивительный подводный мир и чувство легкости в теле. На смену пожирающим мыслям меня окутала волна благодарности о том, что я сейчас здесь, что так смело вкушаю этот бесценный дар жизни, чтобы прожить именно свою жизнь. Со своими ценностями и стремлениями, со своими ошибками и падениями. И какая разница, сколько еще будет этих падений, если после каждой ты найдешь в себе силы встать и идти дальше.
Как же часто мы позволяем неудачам обесценивать свой путь. И тут я поняла, что, взяв под контроль свое состояние, я буквально за минуты вернула себе ясность мышления и внутренний баланс. Нюта, не этого ли ты хотела? Иметь такую глубокую связь с собой и миром? Принимать все происходящее с мудростью и спокойно, оберегая свою гармонию внутри. И я поняла, прямо сейчас и было мое главное испытание. Не метры глубины, не минуты под воду, а то, зачем я отправилась на свой внутренний зов. За новой связью с собой и этой жизнью, за мудростью океана, с которой теперь можно жить на суше. Наша история подходит к концу. А обычно люди ездят в путешествия за новыми впечатлениями, эмоциями. Но нет ничего более трансформирующего, чем путешествие вглубь себя. И в этом плане у меня фридайвинг был как таким проводником, которым каким-то удивительным образом выключает все звуки, даже свет, все мысли, и позволяет действительно погрузиться вглубь себя и остаться самим собой. Это особенно чувствуется на глубине, когда ты действительно один на один сам с собой. И вот это погружение, оно может быть очень разным. То есть можно себя довести до какого-то истерического состояния, да, какой-то атаки, а можно, наоборот, себя успокоить, расслабить и даже сделать так, что, оказавшись в каких-то невыносимых условиях, точнее, жизненно неприспособленных, ты ощутишь просто какое-то тотальное расслабление и уединение. Наверное, одна из самых ценных мыслей этой поездки — уметь полностью на физическом, во-первых, первая ступень на физическом плане — отпускать все напряжение, особенно когда не получается то, к чему так долго шел и прилагал усилия. Второе — освобождается разум, и ты уже по-другому мыслишь. И самая третья ступень важная — это подключать благодарность. Благодарность за то, что ты имеешь, за то, что тебя окружает, потому что порой мы прям зацикливаемся на неудачах и перестаем видеть все то прекрасное вокруг. Вот это я увожу с собой из этой поездки. И еще хотела добавить про страхи. Обычно у нас страх какого-то неизведанного, непонятного, что останавливает. Но интересно, что, допустим, когда мы идем в кинотеатр, мы бы никогда не пошли смотреть тот фильм, который мы знаем, как он начинается и как закончится. Всегда интересно развитие событий, неожиданности, нужны трудности, которые преодолевает герой. А мы не то, что смотрим кино в 5D, мы являемся главными героями нашей жизни. И я прям хочу передать этот посыл, чтобы не боялись пробовать новое, шагать в страхе, потому что они открывают какую-то новую грань себя и помогают создавать ту версию себя, которую хочется быть. А порой открывают даже то, о чем и представить было нельзя. И это такой внутренний диалог с собой, внутреннее доверие к себе, которому, если хоть один раз доверишься, уже не хочется отпускать, потому что открываются просто какие-то неизведанные дороги. Ты просто
прям чувствуешь жизнь и думаешь, а как я жил до этого, насколько блекло. Как, не знаю, вот мы сейчас сидим на горе, просто безжизненная пустыня. Буквально за мной море, где, если ты окунешься, там просто бескрайние краски, настоящий животный мир. И если бояться, то можно даже никогда его не увидеть. Поэтому здорово ходить туда, где не был, погружаться в те проекции, в которых не был, и ощущать эту жизнь полностью, все его возможности, которые она дает.